Всем привет! Сегодня я испеку вот такие очень простые в приготовлении, но очень вкусные пирожные крымовка. Этот десерт родом из Польши. В некоторых регионах ее называют крымовка, а в некоторых наполеонка. Собственно, это и является аналогом нашего торта Наполеон. Или наш Наполеон является аналогом крымовки. Уже точно неизвестно. Говорят, эти пирожные очень любил Папа Римский Иоанн Павел II. Поэтому эти пирожные еще называют папские крымовки. Не буду долго затягивать, давайте начнем. Ну а перед тем, как начать, не забудьте подписаться, если вы еще этого не сделали. Ну и как всегда, все ингредиенты и весь рецепт находятся в описании под видео. Для приготовления крема для крымовки мне понадобится 7 яиц. Я отделяю желтки от белков. Я буду использовать только желтки, а из белков я потом приготовлю тоже очень вкусный тортик. Поэтому очень важно, чтобы в белки не попало ни капли желтка. Затем в желтки я добавляю примерно 1 чайную ложку ванильного сахара. Из общей массы сливок я беру 100 мл и тоже добавляю в желтки, а также пачку ванильного пудинга. Ванильный пудинг можно заменить на крахмал. Все хорошенько перемешиваю таким образом, чтобы у меня получилась в итоге однородная масса без комочков. Далее я беру желатин, у меня листовой, общая масса 15 грамм. Беру 100 грамм обычной холодной воды и заливаю желатин для набухания. Оставшиеся сливки я вливаю в кастрюльку и ставлю на огонь. Всыпаю 200 грамм сахара. У меня коричневый сахар, но вы можете брать белый, это не играет особо какой-то роли. Тем временем желатин уже набух, я его растворяю полностью в микроволновке пульсациями по 10 секунд. Когда сливки закипят и растворится полностью сахар, я волью желтковую смесь и буду заваривать заварной крем. При варке нужно постоянно помешивать массу, потому что она должна быть однородной без комочков. Как только вы оставите массу саму по себе, она начнет комковаться. Этого допускать не нужно. Заваривать крем нужно, как обычно, до того момента, когда начнут появляться бороздочки на поверхности. Когда заварной крем немного остынет, я волью туда растопленный желатин. Все хорошо перемешиваю и оставляю в сторонку остывать, а тем временем я испеку листовые коржи. Я взяла готовое слоеное тесто и разделяю этот кусок на 2 равных части. Я буду выпекать листы в духовке, разогретой до 180 градусов. Первый лист выпеку цельным, форма у меня 18 на 24. Эта форма нужна будет еще для заливки торта потом. У меня остались пробелы, но это ничего страшного. Я просто срежу край готового листа и этими обрезками заполню все пробелы. Второй лист теста я разрежу на ровные квадраты и буду выпекать в духовке при такой же температуре. И вот квадратики в готовом виде, вот такие получились. Я буквально немного притаптываю сверху. Цельный лист я вынимаю из формы и потом опять же в эту форму я его положу. Я хочу просто отделить от фольги вот этот корж. В этой же форме я и буду заливать крымовку. Для этого я возьму пищевую пленку и полностью покрою дно и бока формы. Снова выкладываю лист и немножечко его притаптываю. Верхний слой коржа я сниму и этой крошкой заполню все пробелы. Заливаю готовый крем, еще теплый можно. Ждать, чтобы он полностью остыл, не обязательно. Распределяю его по всей поверхности, смотрю, чтобы во все щелочки он проник. Перед тем, как отправить в холодильник, я проверяю, чтобы пленка хорошо держалась и чтобы крем не вытек. Поверх крема, вверх ногами я раскладываю квадратики из слоеного теста. Сначала я поставлю заготовки пирожен в морозильную камеру на 20 минут, а потом просто в холодильник на 3-4 часа. Можно на ночь. И вот ночь позади, я вынимаю торт, освобождаю от пленки и нарежу это все на порционные кусочки. В конце я посыплю крымовку сахарной пудрой. Вот и все, крымовка готова. Очень простой в приготовлении, очень нежный, очень сливочный вкус, никого не оставит равнодушным. Это пирожное особенно понравилось детям. Практически все дети в основном любят что-то молочное. А это прям очень такой сливочный, невероятно нежный десерт. Не зря крымовка является одной из гастрономических визитных карточек Польши. Если вам понравился мой видеорецепт, не забудьте поставить лайк. Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь. Ну и приятного аппетита вам! Пока-пока!